Привет, друзья! Меня зовут Кирилл, и сегодня я хочу обсудить появившиеся на днях в интернете фотографии с выставки LEGO World, на которой компания LEGO представила прототипы комплектов подсветки для целого ряда наборов. Среди них как небольшие наборы, например, Mustang, так и здоровенный замок Хогвартс. LEGO тут ни разу не оригинальный, поскольку они ничего подобного не выпускали, а идея довольно очевидна. Энтузиасты давно все сделали, и на данный момент существует много контор, которые производят подобные комплекты подсветки для огромного количества наборов. Также можно купить отдельные компоненты для подсветки своих собственных самоделок. Конечно, ценник иногда кусается, но в целом выбор какой-то у нас есть. Конечно, первые эмоции от этой новости, что LEGO выпускает такую крутую систему, это вау! Если посмотреть на фотографии этих, наверное, предварительных дизайнов коробок, вот у Мустанга планируется 15 светодиодов, а в замке Хогвартс целых 74 светодиода. Наверняка в темноте это будет выглядеть очень круто. После первого вау я повнимательнее рассмотрел фотографии, и у меня, конечно, возникли некоторые вопросы, я чуть позже их озвучу в этом видео. А кроме того, с разных сторон в сторону компании LEGO начало какое-то говнецо течь по поводу этой системы подсветки. И пришлось немножко мне почитать, чтобы попытаться разобраться, что вообще к чему и из-за чего все началось. Наиболее, наверное, интересная информация была представлена в статье компании Brickstuff. Я ссылку на статью вставлю. Кто захочет, прочитает ее полностью в оригинале на английском языке. Если коротко, эта компания Brickstuff была основана в 2011 году и тоже занимается этими системами подсветки для моделей LEGO. Как они пишут, они были первые в этой области. Естественно, им пришлось там какие-то инженерные решения придумать. Они ничего не патентовали. Как они сами пишут, они предпочли эти деньги отправить на инновации, а не юристам. Но это их дело, мое видео не про это. Со временем, само собой, у них стали копировать там какие-то решения, да, может быть, заимствовать, может быть, с какими-то изменениями. А с 2019 года сама компания LEGO стала собирать всякую информацию об интересных идеях вокруг продукции LEGO и, в частности, о системах подсветки. Согласно информации в статье, компания LEGO покупала, в частности, у Brickstuff какую-то продукцию для изучения, может быть, еще у каких-то компаний, я не знаю. И в целом-то ничего в этом плохого нет. Изучить плюсы и минусы имеющихся систем и сделать свою еще круче. Я, наоборот, считаю, что это правильный подход. Но если мы внимательно посмотрим на фотографии, то на одном из компонентов явно виден вообще логотип сторонней фирмы. Я понимаю, что это просто прототип, выставочный образец, но согласитесь, это очень странно. Вместо того, чтобы сделать что-то свое, компания приобретает, легально приобретает уже существующую систему и кладет ее в коробку со своим логотипом. Это как вообще называется? Но это только половина дела. Посмотрите, как все это выглядит. Что это за пучки проводов? Да любой человек, который знает закон Ома, умеет закупаться на AliExpress и, возможно, как дополнительная опция знает, за какой конец держать паяльник, может сделать такой колхоз. Это выглядит колхозно, просто отстойно выглядит. Что это в багажнике за пучки проводов? Какой-то клубок, макраме. Это что, уровень компании LEGO, ведущего производителя, лучшего производителя конструкторов? Это просто жесть. Инженерам LEGO надо посмотреть на свои же наборы 90-х годов. 30 лет назад они уже решили очень элегантно эту проблему, они изобрели электроплейты. Это обычная на вид деталь LEGO, в которую встроены электрические контакты. Это работало офигенно, и это выглядело как LEGO, а не как пучок проводов. Это было реально круто. Я не хочу сказать, что надо сейчас взять и вернуть электроплейты. Нет, я хочу сказать, что если они хотят сделать круто, они могут сделать круто. Просто надо немного посидеть, подумать, как это сделать в современных реалиях. Может быть, не электроплейты, а еще какие-то штуки или какие-то крепежки для проводов. Но так это не должно выглядеть. Стрёмные тонкие проводочки, стрёмные разъемы. Но это не LEGO. Это девятикласснику в радиокружке дали задание, и он такой: сделаю подсветку для любимой модели из конструктора LEGO. Это реально уровень радиолюбителя. Я понимаю, что эта система ориентирована на полочные наборы, и всем плевать, как там внутри будут лежать провода, лишь бы это выглядело красиво, а красиво это будет выглядеть само собой. Я верю, что компания LEGO, производитель самых крутых конструкторов в мире, может сделать лучше. В общем, вся надежда на то, что это просто какие-то выставочные экземпляры, опытные образцы, и когда дело дойдет до конечной продукции, мы все-таки увидим что-то похожее на наш любимый конструктор LEGO, а не на россыпь радиодеталей с AliExpress. И на сегодня у меня все. Это было лишь мое мнение. Высказывайте свое мнение в комментариях, ставьте лайки, если видео вам понравилось, подписывайтесь на мой канал и до скорых встреч. Пока!